Рабочие и археологи пришли в сухую землю Систана не за чудом. Они расчищали древние погребения, слой за слоем снимая плотную пыль города, который молчал почти 5000 лет. Перед ними были не дворцы, не золотые троны и не следы Великой битвы, а обычное кладбище древнего поселения, где каждая могила хранила чью-то частную, давно оборванную жизнь. И в одной из таких могил они нашли женщину, у которой в глазнице лежал предмет, похожий не на украшение, не на амулет, не на случайную бусину, а на искусственный глаз. Эта деталь меняет все, потому что одно дело найти древний сосуд, каменную печать или остатки стены. Совсем другое — увидеть предмет, созданный для человеческого лица, для живого человека, который, возможно, носил его среди людей задолго до появления привычной нам медицины. Он не объясняет себя сразу. Он не кричит о тайне. Он просто лежит там, где его оставили, и заставляет задать вопрос. Кто в бронзовом веке мог не только изготовить такую вещь, но и понять, зачем она нужна? Такая находка не должна была появиться там, где привычное воображение рисует простую бронзовую эпоху. Мы часто представляем древний мир слишком плоско. Глина, огонь, скот, первые города, первые ремесла. Но Иран снова и снова возвращает нас к одному и тому же вопросу. Что мы называем ранним только потому, что плохо знаем это прошлое? Может быть, некоторые общества были не примитивными ступенями на пути к нам, а самостоятельными мирами со своей логикой, своими навыками и своими исчезнувшими школами знания. И чем глубже археологи уходят в иранскую землю, тем труднее держаться за удобную схему, где все сложное должно появляться поздно. В этом выпуске не будет рассказов о пришельцах, исчезнувших сверхцивилизациях и тайных заговорах. Такие объяснения слишком легкие, потому что они снимают с человека ответственность за собственные достижения. Гораздо интереснее другое. Признать, что древние люди могли быть внимательнее, точнее и технически смелее, чем мы привыкли думать. Здесь будут только предметы, сооружения, раскопки, имена исследователей и факты, которые трудно встроить в привычную прямую линию прогресса. Там, где что-то известно точно, мы будем говорить точно. Там, где остается неизвестность, мы не будем превращать ее в фантазию. 7 объектов, о которых пойдет речь, лежат в разных частях Ирана и относятся к разным эпохам. Одни были найдены в могилах рядом с человеческими останками и личными вещами. Другие стоят под открытым небом, как следы забытых городов, храмов и платформ, созданных задолго до привычной истории великих империй. Третьи спрятаны под землей и до сих пор связаны с водой, самым важным веществом для страны, где выживание часто зависело не от силы армии, а от точности уклона подземного канала. На карте это разные места, но в истории они складываются в один большой разговор. Их объединяет не мистика, а другое. Каждый из этих объектов показывает, что древний Иран был не окраиной великих цивилизаций, а самостоятельной лабораторией человеческого опыта. Здесь люди лечили, строили, рассчитывали, наблюдали движение, управляли водой и превращали камень, глину и землю в сложные системы смысла. Некоторые из этих вещей можно объяснить, некоторые только частично. Но все они требуют уважения к прошлому, которое оказалось не беднее нашего воображения, а богаче его. И начнем мы с самого тихого предмета из всех. Не с храма, не с города и не с инженерной системы, которую можно увидеть издалека, а с маленькой вещи, лежавшей в глазнице женщины из древнего Шахрисухте. Потому что иногда вся история цивилизации начинается не с огромной стены, а с попытки вернуть человеческому лицу утраченную симметрию. Находка первая. Искусственный глаз Шахрисухте, медицина, которую не ждали в бронзовом веке. В начале 2000-х годов археологи, работавшие в Шахрисухте, в провинции Систан и Белуджистан, исследовали древнее погребение женщины.
Сам город был основан около 3-го тысячелетия до нашей эры и стоял на пересечении торговых путей Иранского плато. Его называют «сожженным городом», но это название не означает одну большую катастрофу. Следы огня, печей и хозяйственной деятельности долго формировали его образ. В одной могиле исследователи обнаружили скелет женщины необычно высокого роста для своей эпохи. В ее левой глазнице находился небольшой полусферический предмет, который был признан искусственным глазом. Само существование такого предмета заставляет остановиться. Это не грубая бусина, случайно положенная рядом с лицом. По описаниям исследователей, поверхность глаза была покрыта тонким золотистым слоем. На ней были нанесены линии, напоминающие лучи, а по бокам находились отверстия для крепления. Это значит, что предмет не просто лежал в могиле как символ. Он мог удерживаться на лице при жизни, возможно, при помощи тонкой нити. И если это так, перед нами не погребальный образ, а попытка восстановить человеческое лицо. Но еще важнее то, что искусственный глаз был найден не отдельно от человека, а именно в глазнице. Это резко отличает его от обычного погребального украшения, которое могли положить рядом с телом как знак статуса или веры. Следы положения предмета указывают, что он был связан с лицом женщины, а не просто с обрядом погребения. Исследователи также отмечали, что на костях вокруг глазницы могли сохраняться следы раздражения, что косвенно говорит о контакте предмета с тканями при жизни. Если эта интерпретация верна, то перед нами не символическая маска смерти, а предмет, который человек действительно носил. В этом и состоит главное напряжение находки. Мы привыкли думать, что протезирование — это поздняя история, связанная с развитой медициной, городскими клиниками и сложной анатомической школой. Но здесь перед нами общество бронзового века, которое не только знало торговлю, ремесло и городское планирование, но и, по-видимому, работало с телом человека как с тем, что можно частично восстановить. Да, мы не знаем, насколько удобным был этот глаз. Мы не знаем, кто его изготовил и сколько подобных предметов существовало. Но сам факт такой работы уже меняет масштаб вопроса. Шахри-Сухте был не маленькой случайной стоянкой на краю пустыни. Это был крупный древний центр с ремесленными зонами, обменом, сложной материальной культурой и связями с соседними регионами. В таких местах знания не существовали в одиночку. Один мастер работал с камнем, другой с металлом, третий с керамикой, четвертый понимал форму человеческого тела. Искусственный глаз мог появиться только там, где несколько навыков встретились в одном предмете. В нем есть ремесло, наблюдение, социальный заказ и, возможно, раннее представление о медицинской помощи. Именно поэтому эта маленькая вещь весит в истории больше, чем многие крупные находки. Особенно важна не только техника, но и человеческая сторона. Женщина, похороненная с этим предметом, не была абстрактным носителем артефакта. Она жила в городе, где были мастерские, кварталы, кладбища, социальные различия и дальние связи. Кто-то потратил время, чтобы создать для нее предмет, который возвращал лицу симметрию. Кто-то понимал, что внешний облик человека имеет значение не только после смерти, но и среди живых. В этом маленьком искусственном глазе есть не холодная технология, а память о достоинстве. И здесь древность неожиданно становится очень близкой. Мы видим не просто общество, которое строило дома, лепило сосуды и хранило умерших по обряду. Мы видим людей, которые замечали боль, отличие, утрату и пытались с этим что-то сделать. Возможно, эта женщина была знатной. Возможно, она занимала особое положение. Возможно, искусственный глаз был знаком статуса, а не только попыткой скрыть травму или болезнь. Но в любом случае, он говорит о мире, где человеческое лицо уже воспринимали как часть личности, а не просто как оболочку тела. Официальная археология не отрицает эту находку. Наоборот, именно научное описание делает ее сильной. Но объяснение остается неполным, потому что один предмет открывает целый невидимый мир. Мастера, материалы, заказчика, медицинское представление о теле
эстетическое представление о лице. Мы можем описать форму, но не можем восстановить всю систему знаний, которая сделала такую вещь возможной. И потому главный вопрос остается тихим. Сколько еще подобных умений исчезло, не оставив после себя ничего, кроме одного предмета в глазнице мертвой женщины? И если этот выпуск ты смотришь впервые, возможно, именно с такой находки стоит понять главный принцип канала. Мы не ищем чудеса там, где достаточно фактов. Мы разбираем только задокументированные открытия, без дешевой мистики и без попытки выдать догадку за доказательство. Поэтому подпишись, если тебе интересна не громкая сенсация, а спокойный разбор тех мест, где прошлое оказывается сложнее, чем его обычно показывают. Потому что искусственный глаз Шахри-Сухте – это только первая остановка, и дальше Иран будет задавать вопросы уже не о медицине, а о том, как древний человек научился видеть движение само по себе. Находка вторая. Чаша с козлом. Движение, нарисованное за тысячи лет до кино. В Шахри-Сухте была найдена еще одна вещь, которая кажется слишком современной для своего времени. Это керамическая чаша с изображением козла, повторенного в нескольких последовательных положениях. На первый взгляд перед нами обычный орнамент, какие часто встречаются на древней посуде. Но когда изображения рассматривают одно за другим, возникает эффект движения. Козел будто подпрыгивает к дереву, чтобы дотянуться до листьев. Именно поэтому чашу часто называют одним из самых ранних известных примеров последовательного изображения движения. Здесь важно не преувеличивать. Это не кино в современном смысле, не анимация с проектором, не технология покадрового фильма. Но художник, создавший эту чашу, мыслил не просто статичной картинкой. Он зафиксировал фазу, затем следующую фазу, затем еще одну. И зритель мог увидеть не только животное, но и действие. Для древнего мастера это был способ показать время на поверхности предмета. И это гораздо тоньше, чем простая декоративная повторяемость. Сам предмет был не монументом и не ритуальной стеной, а обычной чашей, вещью, которую можно было держать в руках. Это делает находку особенно важной. Движение было помещено не на фасад храма и не на царскую печать, а на предмет повседневного масштаба. Значит, подобное мышление могло быть частью ремесленной среды, а не исключительным экспериментом одного гения. Перед нами не только изображение козла, но и след того, как древний человек учился управлять вниманием зрителя. Если медленно поворачивать такую чашу, последовательность начинает работать иначе. Глаз не воспринимает рисунки как отдельные неподвижные фигуры, а связывает их в одно действие. Козел словно поднимается, вытягивается, приближается к дереву и достигает листьев. Конечно, это не движение в физическом смысле, но движение возникает в восприятии. И именно это делает находку тонкой. Мастер понимал не только форму животного, но и то, как человеческий глаз соединяет повторяющиеся образы. Такая находка меняет представление о раннем искусстве. Мы часто говорим о древних изображениях как о символах. Животное означает силу, дерево означает жизнь, круг означает солнце. Но здесь символика недостаточно. Перед нами наблюдение за движением, попытка разложить его на части и снова собрать глазами. Это уже не просто украшение чаши. Это работа памяти, зрения и воображения. Важна и сама выбранная сцена. Козел, тянущийся к дереву, это не случайная фантазия, а наблюдение из реального мира. В засушливом ландшафте дерево, листва и животное связаны с жизнью, пищей и выживанием. Художник мог видеть такое движение десятки раз, как животное подпрыгивает, вытягивает шею, напрягает тело, пытаясь достать ветку. Но вместо того, чтобы нарисовать один красивый силуэт, он выбрал последовательность. Он показал не результат, а процесс. Особенно интересно, что чаша происходит из того же культурного пространства, где найден искусственный глаз. Один предмет говорит о внимании к человеческому лицу, другой – о внимании к движению животного.
В обоих случаях древний мастер смотрит на мир не грубо, а аналитически. Он замечает переходы, детали, последовательности. Он не просто украшает предмет, он исследует видимое. И здесь Шахри-Сухта начинает выглядеть не как набор отдельных странных находок, а как среда, где зрение имело особое значение. Искусственный глаз показывает желание восстановить человеческий облик. Чаша с козлом показывает желание удержать движение, которое обычно исчезает за мгновение. В одном случае мастер работает с лицом, в другом — с временем. И оба предмета говорят о культуре, где видимое не просто копировали, а пытались понять. Официальная наука не обязана называть эту чашу первым мультфильмом. Такое название слишком удобно для заголовков. Но даже если убрать ярлык, остается главное. В бронзовом веке на востоке Иранского плато существовала культура, способная думать изображением во времени. Это не делает ее сверхъестественной. Это делает ее человеческой в самом глубоком смысле. Человек видел движение, хотел удержать его и нашел способ сделать это на глине. Как думаешь, это просто орнамент или перед нами ранняя попытка показать время в изображении? Находка третья. Сосуды Джирофта, школа мастеров, которую почти потеряли из-за грабителей. В начале 2000-х годов мир археологии обратил внимание на регион Джирофта, в долине реки Халиль-Рут, на юго-востоке Ирана. Там стали появляться резные сосуды из хлорита, темного камня, пригодного для тонкой обработки. На их поверхности были люди, змеи, быки, скорпионы, архитектурные мотивы и странные сцены, выполненные с уверенной рукой. Проблема была в том, что значительная часть этих предметов появилась после незаконных раскопок. И это сразу создало двойную ситуацию. Предметы были реальными, но их археологический контекст часто был поврежден или потерян. Именно поэтому Джирофт требует особенно честного тона. Нельзя строить на нем фантазии так, будто все детали давно доказаны. Но нельзя и отмахнуться от предметов только потому, что часть пути к ним прошла через грабеж. Хлоритовые сосуды существуют, они изучаются, их стиль узнаваем, а мотивы связаны с миром третьего тысячелетия до нашей эры. Вопрос в том, как именно была устроена культура, которая их создала. Здесь наука не отрицает феномен, но осторожно спорит о его масштабе. Физически эти сосуды поражают не размером, а плотностью работы. Камень не прощает случайного движения, особенно когда на нем вырезают сложные фигуры и заполняют их деталями. Мастер должен был знать материал, инструмент, глубину реза, композицию и смысл изображений. Такие предметы не возникают в одиночной деревне без устойчивой ремесленной традиции. За ними должна стоять сеть добычи камня, мастерских навыков, обмена и заказчиков. Особенно важны повторяющиеся мотивы. На разных сосудах появляются похожие животные, сцены борьбы, фигуры с подчеркнутыми жестами, архитектурные элементы и сложные рамки, будто мастера работали внутри общего визуального языка. Это не похоже на случайный набор украшений, где каждый предмет придуман с нуля. Скорее, перед нами школа, где существовали устойчивые образы, понятные и мастеру, и тому, кто получал сосуд. Такой язык не возникает за одно поколение. Он требует памяти, обучения и среды, где изображение несет больше смысла, чем простая красота. Не менее важен и сам материал. Хлорит можно резать, но это не мягкая глина, где ошибку легко сгладить пальцем. Камень требует терпения, инструмента и заранее продуманной композиции. Если линия пошла не туда, ее нельзя просто стереть. Поэтому каждый законченный сосуд говорит не только о художественном вкусе, но и о дисциплине руки. В этих вещах чувствуется ремесло, которое уже прошло долгий путь от эксперимента к уверенности. Значение Джирофта выходит за пределы одной коллекции. Долгое время карта ранних цивилизаций Переднего Востока была слишком сильно привязана к Месопотамии. Все сложное будто должно было идти оттуда. Города, письмо, искусство, элита, дальняя торговля.
но юго-восток Ирана показывает более сложную картину. Возможно, здесь существовал самостоятельный центр, который не просто принимал влияние, а сам создавал мощный художественный язык. Именно поэтому Джерофт так неудобен для простых объяснений. Если признать, что этот регион был лишь периферией, тогда трудно объяснить богатство форм, уверенность резьбы и сложность образов. Если назвать его отдельной цивилизацией, нужно быть осторожным, потому что часть доказательств повреждена грабительскими раскопками. Между этими двумя крайностями и находится настоящая научная работа. Не громкий вывод, а медленное восстановление картины из того, что еще можно проверить. И все же самая горькая часть этой истории не тайна, а утрата. Когда предмет вырывают из земли без раскопочного дневника, он теряет часть своей биографии. Мы видим сосуд, но не знаем точно, рядом с чем он лежал, кому принадлежал, как был связан с погребением или домом. Прошлое становится красивее, но беднее. И это напоминает, иногда древние вещи исчезают не потому, что их не нашли, а потому что нашли слишком жадно. Находка 4. Тепи-Сиалк – платформа до привычной истории зиккуратов. Недалеко от Кашана, в центральном Иране, находится Тепи-Сиалк. Для неподготовленного взгляда это может показаться просто холмом, таким же пыльным и сухим, как многие древние поселения иранского плато. Но в 30-е годы XX века французский археолог Роман Гиршман начал раскопки, которые показали, под этим холмом скрывается многослойная история, уходящая к неолиту, энеолиту, бронзовому и железному векам. Позже сюда возвращались иранские исследователи, включая Садека Малека Шахмерзади и Хасана Фазели. Нашли. Сиалк оказался не одним памятником, а длинной памятью места. Это особенно важно, потому что такие холмы легко недооценить. Они не выглядят как завершенные храмы, не дают зрителям мгновенного ощущения масштаба, не поднимаются над ландшафтом, как пирамиды или крепости. Но именно в таких слоях археология часто находит самое ценное. Следы непрерывной жизни, смена технологий, перестройки домов, изменение погребальных обрядов и появление новых социальных привычек. Один слой говорит о ранних земледельцах, другой – о ремесленниках, третий – о людях, которые уже мыслили пространство не только как место для жилья, но и как место для власти, ритуала или общего порядка. Особое внимание вызывает южная массивная платформа, которую часто связывают с ранней формой зиккурата или храмовой возвышенности. В привычной школьной картине такие сооружения принадлежат прежде всего Месопотамии. Там, между Тигром и Ефратом, появляются ступенчатые храмы, города-государства, клинопись и большие ритуальные центры. Но Сиалк заставляет осторожно расширять эту картину. Иранское плато не было пустым промежутком между настоящими цивилизациями. Сама идея платформы говорит о большем, чем простая необходимость строить выше. Если люди тратят силы на создание возвышенного основания, значит, они хотят выделить определенное место из обычной среды. Такая архитектура требует организации труда, планирования и понимания, зачем обществу нужна точка, которая доминирует над поселением. Это уже не дом отдельной семьи и не случайная хозяйственная постройка. Это пространство, которое работает на коллективное восприятие. Его видно, к нему идут, его запоминают. И потому даже разрушенная платформа остается следом социальной структуры, а не просто грудой древнего кирпича. Современные исследования уточняют хронологию Сиалка с помощью методов датирования, включая оптически стимулированную люминесценцию. Это важно, потому что древняя Земля не всегда дает простую дату. Глина, кирпич, слои разрушения, поздние перестройки – все это нужно отделять друг от друга. Но сам факт, что исследователи снова и снова возвращаются к этой платформе, говорит о ее значении. Она стоит на границе между архитектурой поселения и архитектурой власти или культа. В Сиалке особенно чувствуется, как медленно рождается сложность. Здесь нет одного момента, когда простое внезапно становится цивилизованным.
есть постепенное накопление опыта. Люди учатся жить на одном месте, обжигать керамику, строить, хранить, обмениваться, отмечать различия между обычным и особым пространством. Такие изменения редко выглядят драматично в одном раскопочном слое. Но если смотреть на весь памятник целиком, становится видно движение общества от бытового порядка к символическому. И именно это движение делает Сиалк важным для понимания раннего Ирана. Почему это не должно было существовать? Потому что оно мешает удобной географии прогресса. Если все сложное рождается в одном центре и затем распространяется наружу, то окраины должны быть вторичны. Но Сиалк показывает другое. Разные регионы могли одновременно искать свои формы монументальности, социального порядка и священного пространства. Возможно, одни идеи путешествовали, возможно, другие рождались независимо. И мы пока не всегда умеем отличить одно от другого. Есть что-то особенное в древних платформах. Человек поднимает землю над землей, будто хочет отделить одно место от всех остальных. Он строит не просто стену и не просто дом, а высоту, к которой нужно подойти, подняться, посмотреть иначе. Такая архитектура говорит: здесь обычное пространство заканчивается. И даже если мы не знаем всех ритуалов Сиалка, сама форма сообщает нам, что эти люди уже умели превращать землю в идею. Находка 5. Чогазанбиль. Священный город, оставшийся недостроенным. В Хузестане, на юго-западе Ирана, стоит Чогазанбиль, один из самых важных памятников древнего Элама. Он был основан правителем Унташ-Напериша около середины второго тысячелетия до нашей эры. ЮНЕСКО описывает его как руины священного города, окруженного 3 концентрическими стенами. В центре находился зиккурат, посвященный божествам эламского мира. Даже сегодня, когда высота сооружения уже не та, что в древности, оно производит впечатление не руины, а остановленного замысла. Чогазанбиль необычен тем, что это не просто храм на окраине города. Это целая священная программа, вынесенная в отдельное пространство. Стены, ворота, храмы, кирпичи с надписями, планировка – все говорит о продуманности. Здесь не было случайного нарастания кварталов, как в обычном поселении. Перед нами город, задуманный сверху, как религиозный и политический проект. Его строительство показывает силу власти, которая могла направлять труд, материалы и смысл в одну точку. Особенно важны сами кирпичи. На многих из них сохранились надписи, где правитель прямо связывает строительство с посвящением богам. Это не просто строительный материал, а текст, встроенный в стены. Каждый такой кирпич превращал архитектуру в документ власти и веры. Город словно был написан не только на глине табличек, но и в самой кладке. И когда человек проходил через это пространство, он попадал внутрь замысла, где религия, политика и архитектура говорили одним языком. 3 концентрические стены тоже не были случайной защитной оболочкой. Они делили пространство на уровне доступа, отделяя внешнее от внутреннего, обычное от священного. Чем ближе человек подходил к центру, тем строже становилась логика места. Внутри этого круга стоял зиккурат. Не просто высокая постройка, а вертикальная ось всего города. Такая планировка показывает, что Чогазанбиль был создан не как место, где люди просто живут, а как место, где общество показывает самому себе порядок мира. Но город остался незавершенным. После нападения ассирийского царя Ашшурбанапала Чогазанбиль был оставлен, и тысячи неиспользованных кирпичей стали немым свидетельством прерванной работы. Это редкий случай, когда археология показывает не только результат, но и остановку процесса. Мы видим не просто то, что древние построили. Мы видим то, что они собирались построить, но не успели. В этом недостроенность становится документом. Именно незавершенность делает Чогазанбиль особенно ценным. Законченные памятники часто скрывают путь своего создания. Мы видим итог, но не видим колебаний, запасов, подготовленных материалов и рабочих этапов.
Здесь же история будто остановилась посреди движения. Неиспользованные кирпичи, нарушенные планы, пустые участки внутри священного города – все это говорит о будущем, которое так и не наступило. Археология редко дает возможность увидеть не только прошлое, но и несостоявшееся будущее. Для привычной истории Ирана Чога-Занбиль важен еще и потому, что он существовал задолго до ахеменидов, до Кира, до Дария, до классической Персии. Он напоминает, что иранская земля имела глубокие цивилизационные слои до тех имен, которые стали известны всему миру. Элам не был предисловием к Персии. Это была самостоятельная культура со своими богами, письменностью, городами и политическим языком. И Чога-Занбиль – один из самых сильных ее голосов. В этом смысле Чога-Занбиль ломает удобную привычку смотреть на древний Иран только через призму Персеполя и имперской истории. До царских дорог, дворцов ахеменидов и великих надписей уже существовал мир, где правители строили священные города и вписывали свое имя в глину. Этот мир говорил на другом языке, поклонялся другим богам и имел собственную систему власти. Он не исчез полностью, но оказался заслонен более поздней славой Персии. И чем внимательнее мы смотрим на Чога-Занбиль, тем яснее становится: история Ирана начинается не там, где ее обычно начинают рассказывать. Есть в этом месте особая тишина. Священный город строился, чтобы соединить землю, власть и небо. Но история оборвала его до завершения, и теперь он говорит не победой, а недосказанностью. Мы привыкли восхищаться законченными памятниками. Иногда же сильнее действует то, что осталось незавершенным, потому что в нем еще слышен человеческий план, прерванный насилием. Находка 6. Персидские канаты. Реки, спрятанные под землей. В засушливых областях Ирана вода всегда была не просто ресурсом, а условием существования. Там, где поверхность выгорает под солнцем, древние инженеры нашли способ вести воду не по открытому каналу, а под землей. Так появились канаты или кяризы – системы подземных водоводов, которые собирали воду у подножия гор и вели ее к поселениям по едва заметному уклону. Снаружи такая система выглядит почти невидимой. Только цепочка вертикальных шахт выдает, что под землей проходит искусственная река. Главное в канате не отдельный тоннель, а точность расчета. Уклон должен быть достаточно малым, чтобы вода не разрушала канал, и достаточно устойчивым, чтобы она текла самотеком. Ошибка могла сделать весь труд бесполезным. Рабочие копали вертикальные шахты, соединяли их горизонтальным ходом, выводили воду к полям, баням, мельницам, домам и садам. Это была инженерия без электричества, без насосов, без современных лазерных приборов, но с огромным знанием рельефа и грунта. Но канат начинался не с лопаты, а с понимания местности. Нужно было определить, где под землей проходит водоносный слой, где можно вывести воду на поверхность, как далеко она должна пройти и какой уклон выдержит весь путь. Ошибка вначале означала месяцы или годы напрасного труда. Поэтому строитель каната был не просто землекопом. Он был наблюдателем, геометром, гидрологом и практиком, который читал ландшафт так, как другой человек читает письмо. Вертикальные шахты, которые видны на поверхности, тоже имели недекоративное значение. Через них вытаскивали грунт, подавали воздух, спускались для ремонта и очищали тоннель от наносов. Если смотреть на такой ряд шахт сверху, он напоминает следы на пустынной коже земли. Но каждый круглый провал – это точка доступа к сложной системе, которая живет внизу. И чем длиннее канат, тем больше становится ясно – древние строители работали не с отдельной ямой, а с целой подземной геометрией. ЮНЕСКО подчеркивает, что канаты были не только технической системой, но и социальной. Вода распределялась по правилам, обслуживалась общиной, требовала специалистов и постоянного ухода. Такой объект нельзя построить один раз и забыть.
Он живет только там, где есть коллективная дисциплина, память профессии и доверие между людьми. Поэтому канат — это не просто водопровод древности. Это подземная форма общества. У каната была и своя экономика. Вода определяла, где появится сад, где можно будет выращивать зерно, где возникнет поселение и сколько людей сможет там жить. В засушливом регионе источник воды означал не удобство, а право на будущее. Поэтому вокруг канатов формировались правила собственности, очередности, ремонта и ответственности. Там, где современный человек видит инженерное сооружение, древний житель видел основу жизни, от которой зависели урожай, дом и само продолжение рода. Почему он выглядит невозможным для современного зрителя? Потому что мы привыкли связывать сложную инфраструктуру с машинами. Если нет моторов, датчиков и бетона, значит, система должна быть примитивной. Но канаты показывают обратное. Иногда сложность заключается не в механизмах, а в понимании природы. Древний инженер не побеждал пустыню грубой силой. Он договаривался с ней через уклон, глубину и время. Именно поэтому канаты нельзя воспринимать как простые тоннели. Это технология, которая не спорит с ландшафтом, а пользуется его скрытыми возможностями. Вода не поднимается насильно, ее не толкает двигатель, ее не заставляют идти против собственной природы. Ей просто дают путь, рассчитанный достаточно точно, чтобы она сама пришла туда, где нужна человеку. В этом есть редкий тип инженерного мышления. Не заставить мир подчиниться, а найти в нем линию, по которой он уже готов двигаться. В канате есть почти философская красота. Самое важное в нем скрыто. Люди на поверхности видят город, сад, прохладу, зелень, но источник этой жизни проходит в темноте под их ногами. Так устроена большая часть человеческой цивилизации. Видимое держится на невидимом. И древние иранские мастера понимали это буквально. Может быть, поэтому канаты производят более сильное впечатление, чем многие видимые памятники. Высокий храм говорит о власти, о вере, о желании подняться над землей. Подземный водовод говорит о другом, о терпении, расчете и долгой ответственности перед теми, кто будет жить после тебя. Если тебе интересно именно такое прошлое, не украшенное мифами, а восстановленное через реальные следы человеческого ума, подпишись на канал. Потому что иногда главный памятник цивилизации — это не то, что возвышается над пустыней, а то, что тихо течет под ней, сохраняя город живым. Находка 7. Шуштар. Водная фабрика древнего Ирана. Шуштарская историческая гидравлическая система находится в Хузестане, на реке Карун и ее ответвлениях. В нынешнем виде она сложилась в сасанидскую эпоху, но ее более ранние элементы, вероятно, уходят к ахеменидскому времени. Это не один канал и не одна плотина. Это комплекс дамб, водоотводов, тоннелей, мельниц, мостов, ирригационных линий и защитных сооружений. Вода здесь была не просто направлена, она была организована как промышленная сила. В Шуштаре особенно важно слово «система». В древней архитектуре часто можно восхищаться отдельным объектом – башней, стеной, храмом, статуей. Но здесь смысл возникает из взаимодействия частей. Один канал отводит воду, другой создает перепад. Тоннели направляют поток к мельницам, затем вода каскадом выходит ниже. Город получает питание, ремесло получает энергию, поля получают орошение, а ландшафт превращается в управляемый механизм. Это уже не просто инженерное сооружение, а водная экономика. Главная сила Шуштара в том, что он превращал естественное течение реки в управляемую работу. Вода не просто проходила мимо города, как проходит мимо любого берега. Ее делили, направляли, ускоряли, замедляли, поднимали в значение и превращали в часть городской жизни. Там, где другой увидел бы опасный поток, древний инженер увидел возможность. И эта возможность была не разовой, а постоянной. День за днем река делала то, что обычно делают люди и животные.
Особенно важны мельницы. В них вода становилась не только источником орошения, но и силой, которая перемалывала зерно и поддерживала городскую экономику. Это меняет восприятие всей системы. Перед нами не просто ирригация, а ранняя промышленная логика. Человек создает перепад, вода вращает механизм, механизм выполняет работу. В такой цепочке уже есть принцип, который позже будет лежать в основе многих технических эпох. Природная энергия должна быть не потрачена, а организована. ЮНЕСКО прямо называет Шуштар исключительным ансамблем по техническому разнообразию и полноте. Особенно важно, что система использовалась для разных задач одновременно: городского водоснабжения, работы мельниц, ирригации, транспорта и обороны. Такой уровень интеграции трудно совместить с представлением о древности, как о наборе простых решений. Здесь каждый элемент служит нескольким целям. Это признак зрелой инженерной культуры. И все же Шуштар был не только инженерным объектом. Он был частью города, частью повседневного маршрута, частью звука, который слышали жители. Представь себе шум воды, падающий по каменным каналам, скрежет мельничных механизмов, движение людей, которые несут зерно, чинят перегородки, следят за потоком и спорят о распределении воды. Для древнего жителя это не было памятником. Это была работающая среда. Архитектура здесь не стояла отдельно от жизни, а буквально перемалывала ее хлеб. Конечно, Шуштар не возник в пустоте. В нем соединились местные эламские и месопотамские традиции, возможно, римский инженерный опыт и сасанидская государственная организация. Но именно это делает его еще интереснее. Древний мир был связаннее, чем мы часто представляем. Знание перемещалось вместе с пленными мастерами, торговцами, воинами, дипломатией и практической необходимостью. Шуштар – не чудо из ниоткуда, а результат большой исторической сети. И здесь снова появляется важная мысль. Сложная древняя технология редко принадлежит одному народу в изоляции. Она складывается из контактов, войн, переселений, обмена ремесленниками и опыта многих поколений. Мы можем попытаться разложить Шуштар на отдельные влияния, но его настоящий смысл именно в соединении. Эламская земля, сасанидская власть, речной ландшафт, возможно, чужие инженерные навыки – все это стало одной работающей системой. Иногда цивилизация рождается не из чистоты происхождения, а из способности собрать разные знания в один точный механизм. Философски этот объект говорит о власти над временем. Вода течет и уходит, но человек строит так, чтобы поток возвращался к нему работой, хлебом, ремеслом и защитой. Он не останавливает реку полностью, он заставляет ее сотрудничать. И когда сегодня вода все еще проходит через каменные и кирпичные элементы Шуштара, кажется, что древняя инженерная мысль не умерла, а просто продолжает движение в другом ритме. Шуштар завершает наш путь не потому, что он самый большой или самый известный, а потому что в нем сходятся почти все темы этого выпуска. Здесь есть точность канатов, монументальность древних городов, социальная организация, власть, ремесло и понимание природы как силы, с которой можно работать. Это не сенсация и не тайна в дешевом смысле. Это документ того, что древний человек умел строить не только здания, но и связи между водой, городом, трудом и временем. И если тебе близок такой формат, где мы ищем не громкие легенды, а реальные следы забытых решений, подпишись на канал. Впереди будут новые истории о местах, которые не требуют выдумки, потому что сами факты в них достаточно сильны. Все 7 объектов из этого выпуска связаны одной нитью. Это не нить тайного знания и не доказательство какой-то исчезнувшей сверхцивилизации. Это нить недооцененной сложности. Искусственный глаз говорит о теле и достоинстве. Чаша с козлом говорит о движении и зрении. Джерофт говорит о ремесле и потерянном контексте.
Сиалк и Чогазанбиль говорят о власти, священном пространстве и глубине иранской истории. Канаты и Шуштар говорят о воде как о главной архитектуре жизни. Обычно прогресс представляет как прямую лестницу. Сначала простое, потом сложное. Сначала грубое, потом точное. Сначала выживание, потом инженерия. Но археология снова и снова показывает, что эта лестница слишком удобна. Человеческое развитие шло не одной линией, а множеством путей. Одни знания появлялись рано, исчезали, возвращались в другой форме. Другие долго жили в ремесле и не попадали в книги. Третьи были настолько связаны с местом, что без этого места становились невидимыми. Иран в этом смысле особенно важен. Он не просто лежал между Месопотамией, Индом, Степью и Средней Азией. Он был активной зоной обмена, изобретения, адаптации и сопротивления среде. Здесь города появлялись у высохших русел, вода уходила под землю, камень превращался в сосуд, глина — в движение. А священные города поднимались над равниной задолго до классической Персии. Это прошлое не просит, чтобы его приукрашивали. Оно достаточно сильное само по себе. Представь теперь не музейную витрину, а темный подземный ход каната. Над ним жаркое солнце, сухая земля и город, который кажется невозможным без воды. Внизу медленно течет тонкая линия жизни, выведенная человеческой рукой по едва заметному уклону. Никакой музыки, никакого света. Только вода, камень и расчет, который пережил своих создателей. Какой из этих объектов сильнее всего меняет твое представление о древнем Иране? Искусственный глаз, чаша с движением, Джерофт, Сиалк, Чогазанбиль, канаты или Шуштар?